Приветствую вас, мои дорогие творческие друзья, с вами Федорова Катя и канал Нарисуй. Весна – самое подходящее время для того, чтобы писать цветы. После зимы хочется чего-то очень яркого, очень сочного, и я предлагаю написать тюльпаны. Наверное, это самые популярные цветы в марте. И надо сказать, что эти тюльпаны на канале не первые. Мы с вами уже брали эти цветы и гуашью, и акварелью. Давайте напишем акрилом. Это небольшой холстик, всего 20 на 20 сантиметров, но поверьте, даже здесь можно добиться достаточно высокой степени детализации. Будем сегодня писать эти цветы в реалистичной манере, и для начала необходимо запланировать композицию, сколько цветов мы с вами хотим изобразить, и, соответственно, более-менее прикинуть размер и расположение. Я напишу букет из 7 цветов, да, их можно расположить даже вот в таком скромном формате. 3 цветка основные, главные, они будут играть такую самую важную роль, и, соответственно, именно их мы будем прописывать наиболее подробно. 2 цветка будут проработаны в меньшей степени, и еще 2 дополнительных мы с вами дадим просто небольшими пятнами. Не все любят работать вот таким образом, без эскиза, без каких-то начальных изображений, которые помогают нам с вами в работе. Поэтому для тех, кто подписан на меня в спонсоре и патреоне, есть возможность скачать эскиз и, соответственно, перенести на холст перед началом работы. Таким образом, вот этот шаг вы выполняете уже опираясь на эскизные линии и четко понимая, где и что будет располагаться. И я бы сказала, в этом случае работа будет гораздо более предсказуема и близка именно к тому варианту, который получится в результате мастер-класса. Для начала можно обратить внимание, что мы не используем белила. Это желтое среднее, красное и их сочетание, то есть разнообразные оттенки оранжевого. Даже сейчас уже можно примерно прикидывать объемчик и обдумывать освещение. Свет здесь будет падать сверху справа. Таким образом, с левой стороны тюльпанчики будут более темные. У меня сейчас нет темных оттенков на палитре, только красный, оранжевый и желтый. При этом красный из этой троицы является самым темным по тону. И можно обратить внимание, что в тюльпанах уже задано вот это вот начальное ощущение объема. Далее мы с вами намечаем будущую зелень. Зелени здесь на самом деле не очень много. Для начала мы даем ее пятнами. И можно обратить внимание, что пока не нужно прописывать каких-либо листьев. Мы конкретную форму зададим при проработке, более детальной проработке, и работать мы с вами будем от темного к светлому. Фактически этот принцип будет сохраняться по ходу всей работы. Если вы хотите создавать цветы, написать цветы прозрачными, очень яркими, я, конечно, рекомендую задумывать более темное окружение. И такой контраст позволит добиться наибольшей выразительности. Достаточно нейтральное сочетание для окружения, серовато-коричневатое, я бы сказала, здесь есть и болотные оттенки. Такие замесы создавать не так сложно. Достаточно вообще смешать все, что у вас есть на палитре, и добавить немножко белил. И чаще всего мы с такими как раз замесами боремся, особенно в акварели. Здесь я использовала это зеленый, красный, контрастная пара, соответственно, они уже гасят цветность друг друга, да, насыщенность друг друга. И далее можно добавлять желтоватый, можно добавлять белила, чтобы получать нужный тон. Если вы будете добавлять больше красный, то оттенок будет уходить в коричневатый. Если не хотите замешивать, можно брать просто умбру, да, и таким образом задавать более равномерное коричневатое окружение. Сейчас вот на этом этапе можно, что называется, оценить интригу, посмотреть, насколько выразительно смотрятся сами по себе цветовые пятна, оранжевые, желтые, красные в окружении коричневатых и зеленоватых.
Далее добавляем только детали, но фактически уже не влияем на композицию. Расположение тюльпанов понятно, да? Цветовые сочетания основные понятно. Обратите внимание, как светится оранжевый, желтый, красный, будучи нанесенным на чистый холст. За счет того, что первоначальный оттенок, по которому мы проходились, чистый холст, он белый, мы получаем с вами очень прозрачное покрытие. Красный, желтый, оранжевый, прозрачные сами по себе. За счет этого, конечно, создается свечение. Если вы попробуете намешать близкий оранжевый оттенок именно с помощью белил, он всегда будет тусклее. Вот сейчас мы начинаем с вами прорабатывать уже конкретную форму лепестков. За счет того, что нам необходимо заходить периодически на более темные оттенки, видимые, подходящие близко к цветкам, необходимо использовать белила. То есть лепесточки здесь, посмотрите, они кажутся чуть тусклее, даже при том, что это вроде бы тот же оранжевый оттенок. При высыхании они потусклеют еще больше за счет того, что акрил при высыхании всегда немножко прозрачный. В демонстрационных версиях, которые выходят на YouTube, я обычно не сопровождаю ролики полными голосовыми комментариями, так как не все их любят. Большинство предпочитает музыкальное сопровождение. И все же я бы хотела дать еще одну рекомендацию. В процессе проработки цветочков вот по такому началу работы я бы рекомендовала максимально сохранять середину. Вот посмотрите, у нас с вами лепестки сейчас уже прописаны. Во многих местах они выходят из вот этой вот, скажем, изначального цветового пятна, шире, да, располагаются, куда-то уходят в бок, либо же вверх, но имеют уже более четкую форму. При этом серединку я не трогала, она продолжает быть вот такой вот светящейся оранжевой, то есть прописывая лепесточки, постарайтесь не затягивать их очень далеко, вглубь цветового пятна, старайтесь сохранять вот этот сияющий оранжевый и красноватый как можно больше. Продолжительность мастер-класса в реальном времени 1 час 45 минут. Он доступен по ссылочкам под этим видео. Присоединяйтесь. И в полных версиях моих мастер-классов вы можете найти подробные пояснения по каждому шагу работы, по кистям, которые мы используем, по техникам, а также по цветовым замесам. Присоединяйтесь. Я надеюсь, что эта работа, эти яркие тюльпаны в капельках поднимут вам настроение, и, возможно, вы найдете здесь какие-то интересные идеи и для собственного творчества. Спасибо всем, кто присоединился сегодня ко мне. Приятного просмотра!
Моя работа закончена, я ее подпишу, и мы оценим, как она выглядит под разными углами освещения. Как видите, капельки писать не очень сложно. Самое главное задать достаточный контраст по ходу работы, и потом они будут смотреться очень эффектно. В этой работе мы с вами написали не только прозрачные капельки белилами, но также и капли, видимые на просвет. То есть при контровом освещении, когда они упали на светящийся лепесток, и мы фактически видим их в тени. Давайте я сниму крепежный скотч, и наши тюльпаны готовы. Я желаю нам всем скорейшего прихода теплой весны, побольше тюльпанов и не только живописных. И, конечно, поздравляю всех с 8 марта. Любви, здоровья и побольше, и хорошего настроения. Увидимся в следующих мастер-классах канала. С вами была Федорова Катя, канал Нарисуй. Всем пока-пока.